Мне всегда было обидно за то, как большинство людей учат языки. Большинство людей относятся к этому как к математике. Зубрят правила, заучивают таблицы, решают упражнения. Но я считаю, что язык – это не формулы. Это живая штука, которая связана с эмоциями, творчеством и игрой. Поэтому сегодня я хочу показать вам немного другой подход. 5 примеров того, как изучение языка может работать не через силу воли, а через любопытство, желание играть и экспериментировать. Поехали! И первый метод идеально подойдет для тех, кто застревает в лабиринте времен, падежей, тонов и так далее. Для визуальных мыслителей, которые лучше запоминают образы, чем абстракции. Суть метода в том, что вы присваиваете каждой грамматической категории свой цвет. Например, мужской род зеленый, женский фиолетовый, прошлое голубым цветом, настоящее розовым, а будущее красивым желтым. Цвета превращают абстрактную грамматическую систему в визуальный паттерн, который мозг распознает интуитивно. Наш мозг тот еще визуал, и он обрабатывает картинки очень даже неплохо. И когда вы добавляете цвет грамматики, вы создаете дополнительный крючок для памяти. Логика уходит, и остается интуиция. А она, кстати, работает намного быстрее. Да, поначалу это может показаться наивным, но именно детская непосредственность часто оказывается самым мудрым подходом к обучению. Следующее упражнение идеально для тех, кто сталкивается с психологическим барьером в разговорной практике. Это упражнение я назвала «Создание своего альтер-эго». Знаете, что происходит с мозгом, когда вы играете роль? Он расслабляется. Он думает, что это игра, и уровень стресса падает, а вместо него появляется азарт. И когда я, например, ошибаюсь, это не я ошибаюсь, а 5-летняя Лин, которой можно ошибаться, ей всего 5 лет. Она очень энергична и любопытна, что дает ей право экспериментировать быстро и эмоционально. А Клэр из Парижа довольно-таки медленная и задумчивая. В общем, вы понимаете, о чем я. Вы даете себе разрешение быть разным в разных языках. И это освобождает. Возможно, звучит немного эксцентрично. Но актерское мастерство веками использует этот принцип, и он работает безупречно. Кстати, если вас вдохновляют подобные креативные методы, не забудьте подписаться. Я буду регулярно делиться такими упражнениями. И следующий метод – это полное погружение вашего персонажа или метод актера. Идеально подойдет для тех, кто не может перейти к спонтанному мышлению на языке. Формулировать мысль на родном языке, а затем переводить – это очень медлительно и искусственно. И этот метод как раз-таки поможет научиться переключать свои когнитивные процессы быстро и непосредственно. Суть этого метода в том, что вы выделяете один полный день и создаете иллюзию забвения родного языка. От пробуждения до сна вы думаете, смотрите, читаете, говорите с собой только на изучаемом языке. Никаких компромиссов. Представьте, что ваш мозг – это немного ленивый работник. И пока у него есть легкий путь, я про перевод с родного языка, он будет им пользоваться всегда. Но когда вы убираете этот путь, мозг вынужден искать альтернативы. И он их находит. Мозг включает креативный режим выживания, а он очень полезный. Он заставляет вас расти. Для этого нужно просто полностью подготовить день, сменить язык телефона на изучаемый, подобрать рецепты, которые вы будете готовить, занимайтесь спортом на изучаемом языке, читайте книжки, задавайте вопросы и отвечайте на них. И если вы живете не один, заранее предупредите людей, которые с вами живут, и в целом вы можете попросить их помочь, не разрешать вам говорить на родном языке. Будет ли сложно? Безусловно. Но вечером, осознав, что вы прожили целый день в альтернативном лингвистическом пространстве, ощущение триумфа будет неоценимо. Кстати, если вы считаете, что эти методы для вас ценные, но не думаете, что вы смогли бы их пройти самостоятельно, приглашаю вас присоединиться к моему языковому 30-дневному челленджу, где мы будем делать подобные упражнения вместе. Ссылку оставлю в описании. Следующее упражнение для довольно-таки творческих личностей, которым необходима эстетическая составляющая.
а также для тех, кто находит традиционное чтение на иностранном языке утомительным и демотивирующим. Я назвала его Blackout Poetry, метод, который превращает чтение в художественный акт. Суть заключается в том, что вы берете текст на изучаемом языке, любой, и закрашиваете все черным маркером, кроме каких-то слов, которые покажутся вам интересными. Остаются лишь избранные. Оставшиеся слова выписывайте и просто экспериментируйте и формируйте свою поэтическую фразу или микротекст. Одновременно включается логическая часть мозга, то есть анализ текста, и творческое создание поэзии. 2 по цене 1. И поверьте, это только кажется сложным. У меня из академической публикации родилось нечто почти философское и медитативное. Следующее упражнение называется «Автоматическое письмо», и оно подходит для людей, которые бесконечно редактируют каждое предложение, когда его пишут, и в итоге не пишут вообще. Многие не могут писать свободно, потому что постоянно останавливаются, чтобы проверить орфографию, грамматику, стилистику. Это убивает спонтанность и беглость. Поэтому в этом методе мы устанавливаем таймер на 5-10 минут и пишем просто все, что происходит в сознании на изучаемом языке. Без пауз, без исправлений, просто поток бессвязных слов и фраз. Это отлично работает, потому что вы начинаете писать в языке напрямую, без перевода в голове. Потому что на перевод нет времени, надо писать быстро. И если вы продвинутый изучающий, вы можете придумать себе какую-то тему и писать слова и фразы, которые ассоциируются именно с этой темой. Все эти методы объединяет одна философия. Обучение языку – это не интеллектуальная борьба, а творческое исследование. Конечно же, не пытайтесь применить все одновременно. Выберите метод, который резонирует, и попробуйте его на этой неделе. Просто поэкспериментируйте. И надеюсь, вы поделитесь в комментариях вашими мыслями. Я искренне заинтересована в вашем опыте и наблюдениях. На этом все. Увидимся в следующих видео. Au revoir и чао-чао.